Итак, мы прибываем в отель Ivley Apartments. Достаточно уютное место с прекрасным сервисом и очень гостеприимными менеджерами Салли и Джорджем. Это не отель в привычном для нас понимании, скорее гостевой дом, потому что здесь нет организованного питания. Но в номере есть кухня, и вы можете вполне спокойно самостоятельно готовить. У таких гостевых домов есть неоспоримое преимущество перед отелями на первой линии моря. Цена на размещение в них обычно в 1,5-2 раза ниже, поэтому необходимость прогуляться пешком около 20 минут до моря меня не особенно тяготит. Кроме того, вы всегда можете арендовать на Крите машину или мопед. Они здесь сдаются в аренду практически на каждом углу. С небольшого балкончика открывается прекрасный вид на горы. В необходимых соседях безумно громко орущие цикады, которых вы будете слышать почти в каждом моем ролике. У гостевого дома все прекрасно с сервисом. Номера убирают каждые 4 дня, полотенца всегда свежие, а мой мусор даже не успевает накапливаться. В номере устойчивый Wi-Fi, так что я даже смогла спокойно работать и проводить консультации. Вообще, на Крите уникальная ситуация. В каждом городе есть муниципальный городской Wi-Fi со свободным подключением. Это помимо тех, которые, безусловно, также есть в каждом кафе. На первом этаже небольшой бассейн и уютное патио, если вы хотите помедитировать на шикарные виды. Салли и Джордж очень гостеприимная пара. Они радушно встречают всех своих посетителей и рады предложить им любую свою помощь. На самом деле у этого гостевого дома есть только один небольшой недостаток. Вы видели тот вид? Он горный. Мы находимся на приличной высоте. И если отсюда идти до моря пешком, дорога займет минут 10. Но если возвращаться обратно, то ощущение, что она абсолютно вертикальная и становится тяжеловато. Чтобы убрать это неудобство, Джордж лично отвозит всех гостей трижды в день в 11, в 3 и в 7 часов вечера в город. Плюс здесь ходят 3 автобуса. Есть расписание, автобус стоит буквально 1 евро, Джордж, естественно, довозит бесплатно. Поэтому вы вполне можете воспользоваться услугами этой прекрасной семьи. Салли и Джордж встречают каждого гостя, а по вечерам мы уютно болтаем, устроившись в креслах. Их гостеприимство и радушие приятно удивило меня, потому что они даже организовали небольшое празднование в честь моего дня рождения. С едой придется немного заморочиться, потому что большинство магазинчиков в центре – это кондитерские и закусочные. В них можно купить шикарные десерты, свежевыжатые соки, легкие перекусы и все варианты хлеба. Греки вообще любят его в любом виде, а в магазинах вы обязательно увидите упакованные высушенные куски хлеба – это местный вариант сухарей. Есть достаточно интересные варианты курьерской доставки еды из интернета, хотя выбор магазинов совсем небольшой. Или вы можете написать курьеру в WhatsApp просто перечень продуктов. Правда, выберет он их на свой вкус, но привезет очень быстро, взяв с вас за доставку всего 2 евро. И хотя пирожные здесь поистине божественны, а мороженое трубочку можно купить на развес, но одним сладким сыт не будешь. Дважды в неделю, обычно в четверг и субботу, в городе организуется рынок со свежей рыбой, фруктами и мясом. Но поймать его сложно, потому что каждый раз рынок находится в разных районах города, и лично мне поймать его не удалось. Хотя базовые продукты – сыр, ветчину, некоторые овощи, йогурты – можно купить в небольших супермаркетах на набережной. Поэтому мы с вами будем действовать по черногорскому варианту, о котором я уже рассказывала вам раньше. Пользуясь радушием и гостеприимством греков, которое реализуется в очень больших порциях, заказываем блюдо и спокойно просим упаковать половину его на вынос. Ковид тут поспособствовал, конечно, потому что почти все вам упакуют, начали вы это есть или нет. За исключением разве что панакоты,
расползется по коробке и вам будет невкусно, сказали мне с сожалением в одном из кафе. В каждом ресторане и каждой закусочной вам перво-наперво поставят стакан воды, едва вы успеете приземлиться на барное кресло. Это тоже жест гостеприимства, но будьте внимательны. Если вода подана в стекле, значит она бесплатна. Если рядом со стаканом вы увидели пластиковую бутылку, то вам обязательно включат ее в счет. Из всех греческих блюд лично мне больше всего понравилась мусака. Это овощная запеканка с мясом, картофелем и соусом бешамель. Вкус у нее очень нежный. На втором месте обалденный йогурт с орехами, фруктами или медом. Он очень напомнил мне детство, когда я смешивала настоящий жирный деревенский творог с такой же настоящей жирной сметаной. У нас в стране я такого йогурта давно в глаза не видела, а у греков другого практически и не бывает. Иногда можно ограничиться мезе. Это блюдо-закуски, призванные разжечь ваш аппетит. Часто они соленые. Хит, например, это чесночный хлеб с соусом дзадзики. Креветки, как правило, огромные, запеченные с овощами или в саганаке, жареном сыре. В нем, кстати, может быть и мясо. Из мясных блюд настоятельно рекомендую попробовать баранину. Ее на Крите готовят так, что привычный нам всем весьма своеобразный запах практически отсутствует, а само мясо нежное и очень приятное на вкус. Ну и, конечно, обязательно попробуйте сувлаки, небольшие шашлычки на шпажках, например, из курицы. Если в небольшом баре вам не подали меню, а на столе стоит небольшая пластиковая фигурка с QR-кодом, значит, в меню вам надо зайти самостоятельно через интернет. Посмотрев его, можно уже сделать заказ. Все бесконтактнее становится наш мир, все меньше возможности рассказать официанту о горестях своей жизни. Вечерний Крит играет всеми возможными красками, и ему мы обязательно посвятим отдельный ролик. А сейчас посмотрим, где мы можем купить экскурсии. Как и везде, набор их достаточно стандартен, а отличие лишь в дополнительном сервисе. И, как выяснилось, в отношении к отдыхающим. Агентств, которые продают экскурсии на русском языке, возле меня было целых 2. Но после первой экскурсии возникло желание попробовать купить другие в остальных местах. Поэтому я отдельно расскажу вам, как съездила и отдохнула с агентствами Spiridon Travel, Markidis и Яковас Travel. С первым мы поедем в Кносский дворец и на остров Спинолонга, со вторым в Привеле и будем приобщаться к критской культуре, а с третьим я рискнула стать дайвером. И обо всем этом уже очень скоро на нашем канале.